Привет, меня зовут Роман, я занимаюсь ландшафтным дизайном. Сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как подкармливать газон селитрой. Газон обязательно подкармливается раз в 3 недели примерно, так как вы косите его каждую неделю и забираете вещества, которые он вытянул из почвы посредством кошения. Вот. Сегодня мы будем подкармливать селитрой, так как это самый дешевый способ, вот, и самый быстрый для того, чтобы сделать газон зеленым. Здесь вы можете посмотреть, газон у нас еще зеленый, но он уже салатневого цвета, что говорит о недостатке азота. Азот очень быстро расходуется газоном. Вот здесь у нас аммиачная селитра. Вот я заблаговременно разрезал мешок. Вот сейчас мы насыпем это удобрение в ведро. Так. Ага, вот видите, здесь самая главная ошибка, которую даже я. То есть никогда не насыпайте селитру на газоне. Всегда насыпайте на какой-то поверхности, где вы сможете смести. Если вы рассыпете селитру в газон, у вас выгорит пятно газона, потому что это достаточно агрессивное удобрение. Если вы переборщите его, газон сгорит. Сегодня я покажу два способа, как вносится. Первый способ, скажем так, недорогой. Вот, с помощью старинного способа, как сеяли в старину пшеницу. Мы берем ведро, набираем, сколько у нас вмещается в жменю, вот, удобрение. И резким движением раскидываем. Вот, стараемся максимально резко. При этом смотрим, куда у нас попадает селитра. Вот, и тем самым регулируем именно, собственно, сам разброс. Движения должны быть очень резкими, чтобы селитра не падала пятнами. Вот, а разбрасывалась, рассеивалась полностью по всему участку, как положено. Вот. Если вы насыпите в одно место больше, в другое меньше, газон у вас приобретет пятнистую форму, так называемые хаки. Мы называем ее в профессиональной среде газон хаки. Если вы распределите его равномерно, вот, газон у вас будет красивого, ровного цвета. Вот, примерно где-то через 3 дня после засыпки селитрой он начнет приобретать окраску насыщенную зеленую. Вот, и продержится эффект этот, ну, как правило, где-то около 3 недель. Как это выглядит? То есть примерно где-то вот с частотой. Как бы я разбрасываю селитру уже из опыта. И могу сказать, что примерно где-то расход у меня на сотку около 3-4 килограмм. Вот, селитру желательно с таким же расходом и использовать. Какой важный совет мог бы дать новичку, тот, кто не умеет разбрасывать? Во-первых, допустим, вы решили на 1 сотку потратить 3 килограмма селитры. Вы берете, делите эту норму на 2. Вот. И пытаетесь первую часть нормы разбросать на весь участок. Вот. После этого равномерно добросать вторую часть. Тогда у вас максимально ровно она ляжет. Вот. Пока не приобретете практику. Или же вот в этом есть второй способ, как вносить селитру. У нас мы приобрели заранее вот такой вот вязочек. Здесь у нас есть разбрасывающий диск, он через привод соединен с колесами. А вот здесь у нас есть регулятор, который регулирует подачу селитры вот в это окошко. То есть если вы прикручиваете регулятор, окошко открывается меньше, откручиваете, оно открывается больше. Окошко открывается именно в момент старта, то есть когда вы стартуете, то есть едете, нажимаете вот этот рычаг, окошко открывается и селитра начинает поступать на вот это колесо разбрасывания с лопастями со специальными, которые разбрасывают ее. Это гораздо облегчает, то есть вам не надо резких движений руками, вы просто насыпали и поехали. По стоимости оно примерно где-то, эта штучка нам обошлась примерно в $50, если не ошибаюсь. Мы покупали ее год-два назад. Вот, она уже очень много успела отъездить.
насыпаем сюда селитру. Из ведра, допустим, я могу разбросать и, там, 10 соток, вот, и достаточно сильно устану. В этой штукой вы ее просто катите. Вот, я думаю, что тут можно работать целый день. Единственное, будет тяжело грузить ее. Вот. То есть этим самым, ну, этой штукой может пользоваться даже девушка. Вот. Как она работает? То есть я начинаю ехать, мы здесь уже подкормили вручную, поэтому я как бы задал старт. Вот. Начинаю ехать и нажимаю, и у нас пошла подкормка. Итак, мы подкормили наш газон, видно, селитра расходовалась, вот, достаточно медленно, то есть примерно где-то 3 килограмма на сотку. Вот, мы подкормили всего 2 сотки. На что стоит обратить внимание именно при подкормке селитрой? Очень важный момент, важно выдерживать дозу, потому что это очень агрессивное удобрение, и если вы его переборщите, вы спалите себе газон. В то же время селитра является очень удобным удобрением. К какому-то мероприятию либо празднику вы можете очень быстро привести свой газон в порядок. Если он долго не подкармливался и у вас имеет блеклый вид, то селитра поможет вам где-то за 3-5 дней привести его очень быстро в порядок. То есть он очень быстро зазеленеет, загустеет, вот, приобретет лоснящийся такой вид, здоровый, так как в селитре очень содержится много азота, и аммиачной, и аммонийной формы, и нитратной формы, вот, которые по-разному усваиваются, и она работает очень быстро. Это удобрение недорогое, то есть оно считается бюджетным, в отличие от многих других сложных удобрений, вот, и тем самым очень удобным для использования. Еще один важный момент: селитру обязательно после того, как вы рассыпали, вы должны полить, потому что селитра на воздухе имеет свойство испаряться. Если вы положите на дорожку, например, на асфальт, либо на дорожку жменю селитры, то вы можете заметить, что через полсуток ее там не окажется, так как азот очень летучее вещество и очень быстро испаряется. Поэтому обязательно заливать. Это, конечно, касается всех удобрений. Вот, полив после каждого процесса удобрения, вот, газона. Но селитра это касается именно категорически, потому что эффективность ее будет напрямую зависеть от того, как быстро вы ее польете, как быстро она растворится. Растворимость имеет она очень хорошую. Не хотелось бы вам читать лекцию о том, как всасывается азот в растение, вот, поэтому не хочу лить много воды. Ну, на газон нам воды нужно налить, поэтому извините. Можно поливать газон таким образом, вот. Но у нас есть система полива, то есть я показал вам, как можно полить со шланга. Надо тщательно поливать, все по очереди. Вот. Но у нас здесь есть система автоматического полива, поэтому мы включим ее. Пускай пока наш шланг полежит. Здесь у нас есть шахта, в которой есть электроклапана. Вот. Мы включаем полив. Вот он заработал. Это гораздо облегчает жизнь при подкормке. То есть вы обработали, включили и ушли. Полив работает за вас.
Если вас это интересует, задавайте вопросы в комментариях. Я постараюсь ответить на них в будущем. Вот, если это вам, конечно же, интересно. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.